Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных сайта на платформе CS-Cart в Retail CRM. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать заказы с сайта на платформе CS-Cart в другие системы. Например, в Retail CRM вести учет данных о новых заказах удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных CS-Cart. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт CS-Cart к системе Apex Drive. Необходимо указать доменное имя вашего CS-Cart, логин личного кабинета, а также API-ключ. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Перейдите в панель администратора, покупатели, главный администратор, API доступ. Сгенерируйте новый API-ключ, скопируйте его и сохраните изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Retail CRM. Теперь необходимо указать действие «Отправка заказов». На этом этапе необходимо подключить ваш Retail CRM к системе Apex Drive. Теперь необходимо указать домен и API-ключ. Доменное имя можно скопировать в адресной строке без дополнительных символов. Теперь необходимо перейти в раздел «Настройки». Далее в разделе «Интеграции» выбрать ключи доступа к API. В этом окне необходимо добавить или использовать уже созданные ключи для доступа к API. Выберите тип доступа в зависимости от того, каким магазинам вы хотите его предоставить. Обратите внимание, чтобы были включены все галочки. После того, как вы убедились, что все включено, кликаем «Сохранить». Далее скопируйте API-ключ и вставьте соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке.
Когда все данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Retail CRM». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!